Папа сказал, если Бог нам дал этого ребенка, Бог нам даст силы и возможности его воспитывать. Юля останется у нас дома. И мне приходилось, вместо того, чтобы гулять или развлекаться, помогать маме в воспитании моей сестры. На нас смотрели, как будто мы животные в зоопарке. Платформенность. Прозрачность. Качество. Единство. Доступность. Мы начинаем. Это наша мечта – реабилитационный центр для детей с инвалидностью в сельской местности. Присоединяйтесь к нам. Игорь, расскажи, пожалуйста, почему ты решил помогать детям с инвалидностью? У меня мечта с детства – создать центр для реабилитации детей с инвалидностью в семейном формате. А откуда взялась такая мечта? Почему? Ведь сегодня не каждый человек готов таким заниматься. Это очень сложно, это большая ответственность, да и вообще моральных, психических сил нужно очень много. Я вовлечен в эту деятельность с 7 лет. В 7 лет родилась Юля, это был 4-й ребенок у моих родителей. Она родилась с инвалидностью с рождения. Я пошел в школу, и примерно через неделю, мама родила 2 девочек. У меня появилось 2 сестры. И я помню, как они приехали с роддома, помню, как мы рассматривали, я, мой брат тогда, мы смотрели, как какие-то были дети. И я помню семейный совет, когда мама с папой обсуждали, что дальше делать с Юлей. Мама имела образование, была педагогом и шикарно понимала, как работает коммунистическая советская система в таком случае. Что делает система, когда рождаются дети с инвалидностью. Советский Союз и вся эта советская система была готова взять ребенка в интернат. И там заниматься в этом ребенке, снимая ответственность родителей и расслабляя их. И очень много родителей в то время отказывались от детей, оставляли их в интернатах. Но мне тогда запомнилась очень сильно фраза моего папы. Папа сказал, если Бог нам дал этого ребенка, Бог нам даст силы и возможности его воспитывать. Юля останется у нас дома. Никаких интернатов. Этот ребенок будет с нами всегда. Мы будем его воспитывать, будем любить и заботиться о нем. И с этого времени моя жизнь немножко изменилась, потому что я не мог гулять так же, как мои сверстники на улице. Я должен был какое-то время, каждый день проводить с Юлей, помогая маме воспитывать этого ребенка. Я был старшим ребенком в семье, самым взрослым, и мне приходилось вместо того, чтобы гулять или развлекаться, помогать маме в воспитании моей сестры. С какими проблемами в обществе вы сталкивались? На самом деле не было никакого сценария и видения, что делать дальше. Врачи не хотели обследовать ребенка, врачи не хотели заниматься. И общество было агрессивно к людям с инвалидностью. И на нас смотрели как на изгоев. А когда ребенок с нами, Юля где-то была, на нас смотрели, как будто мы животные в зоопарке. И пальцами показывали, и как-то так, как будто это шоу. Мы появились, это шоу. Не было приятия, не было готовности помогать. Все говорили так, вот вы родили, вы и занимайтесь ими. И к нам не приставайте какими-то вопросами. Игорь, ты говоришь, что реабилитация должна быть комплексной. Дело все в том, что реабилитационные центры, которые я встречал, направлены на реабилитацию детей с инвалидностью. В этом нет ничего плохого. Однако
межреабилитационные периоды реабилитация происходит силами семьи. И от того, насколько семья прочная и насколько семья может заниматься реабилитацией ребенка в межреабилитационный период, настолько мы можем увидеть, настолько хорошо происходит изменение в жизни ребенка. Если семья сильная и семья занимается межреабилитационные периоды ребенком, мы видим устойчивые позитивные результаты перемены в состоянии ребенка. И для того, чтобы эта семья могла делать это, нужно, чтобы в семье были прочные, хорошие отношения между родителями, чтобы семья имела видение, семья умела делать реабилитационные какие-то процедуры с ребенком каждый день своими силами дома. Потому что мы можем поднять в реабилитационном центре с нашими специалистами состояние ребенка, но если между периодами приезда в реабилитационный центр происходит регресс состояния ребенка, то общая картина изменений в жизни ребенка не будет позитивной. Поэтому нам надо, чтобы семья занималась каждый день ребенком. Этому будем обучать. Мы будем предлагать методики, адаптировать к тому, чтобы семья могла делать дома. Игорь, расскажи немножко, пожалуйста, о деятельности вашей организации до того, как вы решили создать реабилитационный центр. Мы работали много на востоке Украины, в прифронтовых районах. Мы видели, насколько сложно родителям с инвалидностью заниматься реабилитацией именно там. Проблемы от наличия реабилитационных центров до логистики, как приехать в этот реабилитационный центр. Но наша помощь заключалась в том, что мы находили реабилитационные центры, мы находили финансы, находили возможности для реабилитации. Эти дети приезжали, получали реабилитацию, мы поддерживали эти семьи. Мы видим много положительных историй в переменах жизни детей с инвалидностью, переменах жизни семей, у которых есть дети с инвалидностью. Но когда мы поняли, что война не кончается, мы поняли, что надо менять нашу стратегию работы. И мы решили создать собственный реабилитационный центр, который бы отвечал самым современным методикам, куда мы можем приглашать и детей с Востока, и детей с Макаровского района, локальных детей. Какие основные нужды перед вами на сегодняшний день есть? В первую очередь в поддержке именно для того, чтобы мы могли развиваться. Нам нужно видение, нам нужны реабилитационные программы, нам нужно знание самых современных методик. Нам нужны специалисты, которых мы будем набирать в наш центр. Нам нужно обучение наших специалистов на самый высокий уровень знаний по реабилитации. Также мы нуждаемся классически в финансах, потому что все программы, все наши проекты завязаны так или иначе с нашими финансовыми расходами. Мы ищем партнеров в наши проекты со всего мира. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбуке.